Друзья мои, всем большой привет! Это видео снимаю по просьбе. В комментариях, девочки, вы мне писали, покажи своего попугая, что с ним. Так, девчонки, он у меня с самого-самого появления у меня, даже еще будучи в магазине привезенным, в новой линии я его покупала, был какой-то нездоровый. Ну, знаете, когда архаман хочет какой-то определенный сорт, его ничего не останавливает. Так произошло и со мной. Я его схватила, и все. Он был один. Выбрать было не из чего. В общем-то, я его купила. И вот он как-то так у меня, ну, вроде как и растет, но постоянно у него какие-то проблемы появляются. Вот он открыл мне вот такой вот бутон, я вам показывала. Девочки, что мне по пути скажу, не нравится в этом сорте, то, что он вот через месяц, через полтора, ну, становится вот такой, можно сказать, белый. Вот эта красивая желтизна, когда он такой только раскрывается, и желтенький, с этими малиновыми всполохами, она очень быстро куда-то исчезает, и цветочки становятся вот такие вот бледненькие. В общем, бутон был вот так. Видите, как будто снесли ему вверх. В общем, он так раскрыл мне такого мутантика. Ну ладно. Сейчас вот он доращивает бутончики. Видите? На втором цветоносе цветочки вроде нормальные. Ну уж думала я, что в этом зимнем цветении он подольше поддержит вот эту свою яркую желтизну, вот этот яркий окрас цыпленка. Но не тут-то было. Вот даже второй цветонос, он вот так вот стал очень-очень бледный. Но тоже доращивает, видите, бутончики. Девочки, что с ним происходит? То, что он корни растит, но закукливает, опять растит. У него какая-то не то инфекция, не знаю что. Но не вредители явно, потому что протравливался много раз. Сначала появилась вот такая вот, видите, ерунда на одном из листьев. Причем я использовала разные фунгициды. Видите, следы от фунгицидов. И корни он сбрасывал. В общем, как-то он все время пребывания у меня, как-то вот он пытается мне о чем-то сказать, но я как-то вот не пойму. И вот недавно я решила пролить его Топсин М, купила. Девочки, тоже у кого-то из орхаманов подсмотрела. Не присваиваю себе никакие заслуги, но Топсин М очень хорошо справляется с якобы с болезнями, с разными вот такими вот, ну не именно такими, но с разными болезнями на орхидеях, вообще на любых цветах. Но после того, как я его обработала топсином, у меня вот этот лист резко пошел вот такими же пятнами. Может быть, это совпадение, может быть, нет, не знаю. Ну, в общем, я потом еще раз обработала. Но что остановило вот это вот, было хуже, мне кажется. Я просто взяла, тоже девочки подсмотрела, взяла спирт. Вот это вот, помните, когда у нас ковид, мы руки обрабатываем. Ну, это просто вот этот вот спиртосодержащий антисептик, короче. Я просто на спонжик его наношу и протирала спиртом. И даже, по-моему, просто сначала первый раз просто водкой протерла лист этот больной. Потом уже спиртом. Ну, мне показалось, что как остановилось немножко вот это проявление. Ну, перестало распространяться. В общем, такое, знаете, девчонки. Мой попугай ни жив, ни мертв. В общем, непонятно. Конечно, о каком-то классном цветении от него я не могу сейчас его ожидать. Это классное, сумасшедшее цветение. Ну, вот хотя бы так. Но опять-таки вот эти вот неяркие цветочки, они ну совсем, девочки, не яркие. На любителя. Кто готов к тому, что попугай выцветает, кто с этим, кто настолько его любит, что к этому готов. Я когда покупала, я как бы слышала об этом, но пока сам не увидишь, не поверишь. Ну, слишком, девочки, он быстро выцветает. И даже если бы была охапка цветов,
она очень быстро превращается в такой блеклый вид у нее становится. Попугай становится совсем не попугай. Ну, такая вот у нас розеточка, достаточно компактная. Вот листик вот такой вот от садовника был с самого начала, видите, сложенный. И вот как-то мы, эти листы уже мои. Вот эта вот верхушка, шапочка у меня выросла. Ну, девочки, как-то вот мы как-то вот корни мы вот закукливаем. Что-то нам не нравится. Тут я его белила. Даже уже не помню чем. В общем, девочки, я очень надеюсь, что он переборет, поборет, переболеет. Я не знаю. Вот на что это похоже, может вы, кто знает, похоже это на вирус, это или какая-то бактериалка, не знаю. Ну вот 2 раза уже топсин М пролила. Я говорю, вот после первого раза лист этот был чистый. Оно проявилось после топсина, что меня прям удивило. Я что наоборот ждала более позитивный результат. А тут на следующий день или через день смотрю, то есть было вот только здесь, а после топсина прихожу, оно вот здесь. Не знаю, как-то оно так. Я вот уже побаиваюсь насчет этих оставшихся чистых листьев. Ну ничего я не отрываю, ничего не убираю, но пока вот так вот мы вот такие некрасивые стоим. Но главное, чтобы мы были бы здоровые. То, что мы некрасивые. Видите, тут и Максим ходил, и все тут поливалось. Ну как-то вот так, девчонки, как-то вот так. Куплю ли я опять попугая? Я не знаю. Мне он очень нравится, девочки, когда он только открывает свои бутончики. Он такой цыпленочек, он такой классненький, он такой красивенький. Этот язычок малиновый такой вот, няшка. Ну а потом что это? Ну что ты так выцветаешь? И нету солнца, чтобы тебе так выцветать. Зима на дворе. Почему ты теряешь свой привлекательный вид? В общем, вот так, девочки. Вот вам мой ответ на ваш вопрос, как себя чувствует мой попугай. Хворает. Хвораем. Чем хвораем, не знаем. Пытаемся, испробуем разные виды. Ну, возможно, вот корни тоже не хочет особо растить. Вот уже пересажен давненько, ну, к стенкам еще корни не проросли. Там что-то сверху, вернее снизу, вот что-то там. К низу пророс. Я видела, что есть какой-никакой рост. Ну вот как-то вот так. Посадка вроде дышащая, но что-то вот его поразило. Девочки, не знаю, что от паразитов обрабатывала. Но я не думаю, девчонки, что это покусы какие-то. Вот я жду от вас комментарии. Напишите, на что это похоже. Кто глубже погружен вот в эти проблемы, кто там, может, что-то там читал, что-то изучал, какую-то литературу, может, девочки, вы подскажете. Но у меня вот такое явление вот на нем. Есть на моушене, ну, совсем что-то другое. Не такого плана. Здесь вот какие-то, знаете, такие круглые вот такие вот, видите, и прям сухость. Засыхает лист, как некроз. Видите? Непонятно мне. Непонятна мне причина этого недуга. Непонятно. Не заливается. Все вроде нормально, просушивается. Но так как оно больное растение, то оно, соответственно, и не цветет, и корни не особо растит. Я все ждала, что вот я очень обрадовалась, когда вот этот верхний ярус активировался и ну, корни начали расти. Я думаю, ну вот, вау, хорошо. Пускай, думаю, нарастит корней, мы тут низ срежем, обновимся и будем красивые и здоровые. Но нет. Ну нет, и вот даже на цветах, видите, девочки, вот такие вот здесь. Вот такие вот повреждения на цветах, как и на листьях. В общем, какая-то инфекция ходит по нем. Так что получается, что вот конкретно попугай, вот он вот такой. Видите, немножко желтизна осталась. А на этом цветоносе цветочки без повреждений. Только вот на этом. Я еще думала сначала, думаю, о, с этой стороны цветонос, и лист с этой стороны, ну, как-то заражен, чем-то поврежден. И цветочки вот такие вот, и мутантик. Видите?
А нет, как бы с этой стороны лист тоже что-то на него перекинулось. А что он, девочки, не знаю. Ну вот спиртом обработала с двух сторон прям. Прям намочила спонж и несколько раз протирала. Не побоялась, скажу вам честно, не побоялась, что будут ожоги. Думаю, иди, знаешь, что оно такое, надо это остановить. Ну, пока вот тишина. Посмотрим, что будет дальше. Все, друзья мои, пишите в своих комментариях, что у вас там с вашими попугаями, какие проблемы есть, как цветут, не цветут, как растят корни, листья. Не знаю, как по мне, так такой экземплярчик мне попался непростой, непростой. И может, если это вирус, надо его как-то, может, утилизировать, чтобы он не распространился на другие сорта. Но я, в принципе, стараюсь ничего тут ему не резать. А если я что-то у него отрезала, там же через инструмент в основном, не воздухокапельным путем передается, через инструмент, то я, конечно, стараюсь, если уж что-то ему резать, резать какими-то отдельными ножницами, не тем, что режу все остальные, там, цветоносы срезать. И поэтому как-то стараюсь аккуратно, чтобы потом этот инструмент не использовать на других орхидеях. Не знаю, девочки, только в лаборатории можно определить, чего оно такое. Вот так вот. Девочки, жду комментарии. Кто знает, пишите, что оно такое. Всем пока-пока, обнимаю.